Как сэкономить на косметическом ремонте? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Ремонт жилья – процесс сложный, требующий полной физической отдачи, а также достаточного количества средств. Многие люди откладывают процесс по обновлению своей квартиры как раз из-за недостаточного количества финансов. Но, к сожалению, не все знают о некоторых хитростях и секретах, которые позволяют сэкономить во время всех работ. Хотя это и не означает, что во время экономии необходимо покупать все самое дешевое и некачественное. Наоборот, процесс подбора материала при бюджетном ремонте потому и сложен, что человеку приходится перебирать многие варианты, чтобы найти золотую середину. Экономия на ремонте – основные правила. Первое правило – нет необходимости впадать в панику. Походив по магазинам строительных материалов, не следует сразу же паниковать и подсчитывать в уме, в какую большую сумму может обойтись ремонт. Для правильного оценивания ремонтных работ нужно мыслить рассудительно, ведь именно это в дальнейшем поможет решить многие строительные проблемы. Второй совет также звучит довольно просто. Перед началом всех работ важно составить план и обозначить в нем конкретную цель со всеми реальными сроками. Далее нужно решить, кто будет производить ремонт. Если есть какие-то строительные навыки, можно попробовать всю работу сделать самостоятельно. Если опыта в этом деле нет, то здесь лучше прибегнуть к помощи мастеров. Также стоит отметить, что даже при отсутствии строительных навыков некоторые работы можно выполнить самостоятельно, такие как вынос мусора, демонтаж обоев, старой плитки или напольного покрытия, и еще много другой черновой работы. При выборе организации не нужно нанимать первую попавшуюся фирму. Для того, чтобы ремонт был выполнен качественно, организация должна обладать хорошим статусом на строительном рынке и иметь большое количество реальных отзывов. Если есть знакомые, которые недавно закончили ремонт, можно поинтересоваться у них, какой компанией они пользовались, все ли их устроило и насколько много они заплатили за ту или иную работу. Третий совет – экономим на строительных материалах. На сегодняшний день существует масса строительных магазинов с нереально большим выбором товаров. Посещая подобные магазины, можно увидеть, насколько большой может быть разница на один и тот же материал. И главное здесь выбрать не тот продукт, что подешевле, а тот, что намного качественней. При этом необходимо обращать также внимание и на различные распродажи или акции, благодаря которым можно купить довольно хороший товар за небольшие деньги. Важно сделать еще акцент на том, что при ремонте одной какой-либо комнаты иногда остается немного материалов, которые впоследствии лучше не выбрасывать, а использовать в строительных целях в других комнатах. Четвертый совет – ремонт на долгие года. Что же это означает? Это означает, что если есть возможность приобрести или установить довольно хороший и качественный материал, то это обязательно нужно сделать, ведь это поможет сэкономить много денег в будущем. При ремонте помещения особое внимание необходимо уделить напольному покрытию, ведь чаще всего именно эта часть комнаты приходит в непригодность первой. Для кухни или ванной комнаты лучше выбирать не линолеум, который износится через год пользования, а плитку. Пятый совет – произведение ремонтных работ в период затишья. Таким периодом на строительном рынке считается зима, ведь немногие люди желают производить работы в такое время года. В связи с этим многие строительные компании очень сильно снижают цены как на товары, так и на свои услуги, что и позволяет сэкономить хорошую сумму денег. Шестой совет касается отделки стен. Если квартира идет не на продажу, а ремонт производится для себя, то наиболее дешевым вариантом будет отделка стен при помощи обоев. Стоимость этого материала не такая уже и большая, а процесс поклейки очень простой. Кроме этого, многие специалисты утверждают, что если на стене есть небольшие неровности или ямки, то их можно скрыть, поклеив виниловые обои, которые не только придадут желаемый эффект, но еще и смогут сочетаться с любым стилем комнаты. Если же ремонт в квартире производится для того, чтобы в конечном счете выставить ее на продажу, то здесь важен другой подход. В таком случае лучше воспользоваться гипсокартоном, благодаря которому стены будут выглядеть идеально ровными и гладкими. И последний, седьмой совет – покупать элементы декора лучше в интернет-магазинах. Картины, светильники и прочие вещи можно покупать без опасений того, что они не подойдут по размеру или своему дизайну. Но зато цены на подобные товары в интернете намного ниже, что и позволит сэкономить немного средств.
Как видно, косметический ремонт – это процесс, который хоть и требует к себе физической отдачи, но зато является недорогостоящим и доступным каждому человеку. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.